Сегодня я хочу поделиться дорамами, которые показывают трудности не одного или двух человек, а целого семейства. Но вначале приглашаю вас присоединиться к моему телеграм-каналу, где мы сможем обсуждать дорамный мир. Ну а дорамы, о которых сегодня я хочу рассказать, прекрасно показывают несколько семей со своими семейными традициями, ценностями и трудностями, которые преподносит им жизнь. И первая дорама – это «Когда жизнь дарит тебе мандарины». Возможно, дорама будет больше понятна тем, кто из 80-х или 90-х годов, потому что мне вся эстетика дорамы как раз-таки напомнила те времена, несмотря на то, что показано Корея. Но мне почему-то показалось все таким же похожим, как было в моем детстве, когда мои молодые родители жили со своими родителями, но из-за разногласий ушли жить отдельно, развели свое хозяйство, козочки, курочки. Но и моя бабуля также мне рассказывала, как ей приходилось жить в семье мужа всю свою жизнь, потому что раньше так было заведено. В общем, дорама погрузит в жизненные трудности и испытания целого семейства. И в этой дораме прекрасно показано, как дети часто не задумываются, что пришлось пережить их родителям, с какими трудностями приходилось им сталкиваться в своей жизни. И, возможно, из-за этих трудностей родители становятся строже к определенным поступкам своих детей, которые не хотят слушать родителей. Но родители в данный момент смотрят на поступки детей, видя свои ошибки прошлого в таких же похожих поступках в своей молодости. В дораме прекрасно показано, как, несмотря на все свои стремления стать поэтессой, девушке приходится смиряться с новыми реалиями и подчиняться старому поколению, соблюдая их традиции, перейдя в семью мужа. Прекрасно показана любовь парня к девушке, которую он любил с самого детства и, можно сказать, преследовал ее. У него словно не было никаких своих целей, кроме как быть рядом со своей возлюбленной. Прекрасно показано, как он вроде бы такой мямля, но, несмотря на все традиции семьи, заступается за свою жену, то есть встает против родителей. И думаю, для того времени это было прям очень жестко. Несмотря на тяжелую жизнь, прекрасно показана любовь родителей, как они не хотели передавать старые традиции. Особенно запомнился момент, когда молодая мамочка хотела, чтобы маленькая дочка каталась на велосипеде, а не училась подавать еду или училась стать ныряльщицей. И как молодой отец поддерживал свою жену в этом, снова пойдя против своей семьи. Причем этой молодой мамочке идею не становиться ныряльщицей заложила ее мама, которой жилось очень нелегко, ведь она осталась без мужа. И у нее была одна мысль, как дать лучшее своим детям, потому что новый муж был лоботряс. Прекрасно показано, как родители предпринимают серьезные решения, чтобы только помочь своим детям осуществить их мечту. Одна из сцен, когда родители продали дом, чтобы дочка уехала учиться за границу. Прекрасно показана не только любовь матери, но и отца. Он не только хорошо относился к своей жене на протяжении всей жизни, но и к своим детям. Один из моментов, который меня прям зацепил, когда отец познакомился с парнем дочери, не взлюбил его, но после разговора с ним увидел себя в этом парне. Возможно, отец меня даже впечатлил сильнее, чем мать, потому что изначально он мне показался каким-то мямлей. И было обидно, что девчонка в молодости вертела им как хотела. Но потом этот персонаж раскрылся мне совсем с другой стороны. Ведь он буквально отдавал всего себя, чтобы его жена и его дети были счастливы. Повторюсь, сначала мне не понравилась девчонка, которая вертела парнишкой как хотела. Все же позже показали, что она его тоже любит и заступилась за своего уже мужа. Это прям один из классных моментов, когда она с большим животом побежала на начальника, который обижал ее мужа на работе. Эта сцена просто шикарна. В общем, я еще много могу говорить о дораме, но, надеюсь, суть передала, почему стоит посмотреть дораму. Ведь действительно старшему поколению сложно перестроиться к новому миру. Так же, как новому поколению хочется больше отойти от этих старинных семейных ценностей, и вместо угождения они предпочитают учиться и добиваться чего-то в новой сфере, а не проживать в деревне, зарабатывая на жизнь ловлей рыбы, как делала их семья из поколения в поколение.
В общем, мне очень сильно понравилась эта дорама, в которой прекрасно показана история о судьбах людей, столкнувшихся с тяжелыми испытаниями жизни. Прекрасно показаны разные поколения, разных семей и отношения между друг другом, чьи жизни переплетаются, создавая сложную, но вдохновляющую картину. Актеры прекрасно передали, как герои потеряли веру в себя после серьезных потрясений, но смогли сохранить тепло души, несмотря на удары судьбы. Здесь есть те, кто сломался под грузом проблем, и те, кто, несмотря на все, остался светлым, продолжая улыбаться. Дорама показывает ценность семьи, важность поддержки близких и силу духа, помогающую выбраться даже из самой темной пропасти. Тема родителей и детей раскрыта очень классно. Так же, как и история о любви, потере, прощении и второй попытке быть счастливым, потому что иногда жизнь дарит не лимоны, а мандарины. Сладкие, сочные, с легкой кислинкой, но всегда способные согреть даже в самые холодные дни. Я настолько прониклась этой дорамой, что захотела посмотреть что-то подобное и увидела, что выходит дорама «На север» с Байлу. Хоть дорама и из 40 серий, а я такие длинные дорамы не особо люблю, но все же приступила к просмотру и не пожалела. Дорама рассказывает о жизни 5 подростков, которые с самого детства были вместе. Сначала это было 3 мальчика и девочка, которая выглядела тоже как мальчишка. Но потом к ним присоединилась еще одна девочка, которую привезла бабушка, потому что от девочки отказалась мама. И эта девочка притягивала всех необычной внешностью. У нее были итальянские корни по отцу. Дети росли вдоль Великого канала, на котором работало большинство родителей, зарабатывая деньги. И если в 90-е работа на корабле приносила много денег, то с развитием технологий и автомагистралей суда стали потихоньку терять свою работу. И это, конечно же, сказалось на заработке людей. В семьях родители начали ссориться из-за денег, и дети, слышав все эти скандалы, задумывались бросить учебу и начать зарабатывать. И один парнишка даже сделал это, поехав в Пекин, чтобы сделать свой сайт, но у него ничего не вышло, и пришлось вернуться домой. Благо, его родители и учитель смогли решить проблему, что парня не было в школе, и он все же окончил школу, как и его друзья. Также показаны и истории друзей этого парня, влюбленности, недопонимания с родителями, учеба и другое. А также показана трудная жизнь той девочки, которую привела бабушка. Ведь мать спустя время отправила и сына к бабуле, несмотря на то, что бабуля совсем уже была слабенькая. Поначалу девушка не принимает брата, ведь у него другой отец. Но позже она вспоминает себя маленькую и понимает, что брата также бросила мать, и теперь у него никого нет, кроме сестры и бабушки. В общем, события охватывают период с конца 90-х годов до наших дней, показывая, как динамично развивался канал и как эти изменения отражались на судьбах местных жителей. Ведь когда канал перестал приносить прибыль, многие не смогли измениться и приспособиться к новым реалиям. И пока в одном из семейств мужик пил от горя, жена взяла все в свои руки. Она выучилась на водителя грузовика и стала развозить грузы. И в каждой семье происходило примерно то же самое. Ну а у подростков своей влюбленности в одной сцене Байлу призналась парню, что он ей нравится. Байлу в этой дораме мне понравилось, как вообще отыграла подростка. Там она действительно как пацанка, но в какой-то момент ей предложили стать моделью. И в этот момент я все время ждала, но думаю, ну все, сейчас она станет красоткой. И тот мальчишка, которому она призналась, ответит ей взаимностью. Но, к сожалению, моделью ей так и не удалось стать. В общем, сериал глубоко погружает в тему семейных ценностей и взаимоотношений между поколениями. Он демонстрирует, как семьи сплоченно преодолевали трудности. Людям приходилось адаптироваться к новым реалиям, осваивать новые профессии, что было непростым испытанием. Молодежь, стремясь помочь семьям, уезжала в крупные города в поисках заработка, сталкиваясь там с отчуждением и жестокой городской жизнью. Кто-то из них смог приспособиться, другие же испытывали трудности, мечтая вернуться домой, где царили теплота и поддержка.
Дорама прекрасно показывает историю о стойкости, адаптации и неизменной ценности семейных уз. Сериал напоминает о важности корней, о том, как прошлое формирует настоящее, и как поддержка близких помогает преодолевать любые испытания. Если вам близки темы семейных отношений, преодоления жизненных трудностей и поиска себя в меняющемся мире, эта трогательная и глубокая дорама точно стоит вашего внимания. И еще одна дорама, возможно, ее можно назвать миником, так как там серии по 20 минут. В общем, дорама рассказывает о молодой девушке, которая, спасаясь от принудительного брака, сбегает из дома. В ходе своего побега она оказывается в руках работорговцев, но, проявив мужество и решимость, спасает не только себя, но и маленькую девочку. Вскоре выясняется, что отец этой девочки – мужчина, которому изначально предназначалась наша героиня в качестве невесты. Судьба сводит их вместе при неожиданных обстоятельствах, что приводит к развитию взаимоотношений. Мне понравилось, как показана ситуация между двумя невестками в семье. Старшая невестка все время хочет насолить младшей невестке и всячески ее подставляет. Но младшая невестка настолько умненькая, что превосходит старшую невестку во всем. А также понравилась подача жизни девочки, которая осталась без родителей, но стала жить с братом отца, называя его папой. Но из-за того, что молодой папа занят заработками, девочку продали в рабство. И если бы ее не спасла новая невестка, неизвестно, что было бы с ребенком. К этому же моменту добавлю, что новая невестка в семье стала заступаться за девочку, и девочка даже начала называть ее мамой. В общем, эта дорама тоже не просто романтическая история, а рассказ о силе духа, борьбе за свою свободу и неожиданном переплетении судеб. Она показывает, как случайные встречи могут изменить жизнь, а доброта и смелость помогают преодолеть даже самые тяжелые испытания. Если вам нравится захватывающий сюжет, полный эмоций и неожиданных поворотов, эта дорама точно заслуживает вашего внимания. Вот такая небольшая подборочка у меня получилась о семейных дорамах. Они еще не вышли до конца, но уже цепляют своей милотой, мотивирующими историями, а также семейным уютом, поддержкой друг друга, взаимопониманием и прекрасными актерами. Благодарю за просмотр. Всем добра, всем пока!